на голландских высотах. Слышим военные действия в Ливане. Я это сделал, потому что я часть этой страны. Но ты говоришь по-арабски. Хамас говорит по-арабски. Хезболла говорит по-арабски. Я не знаю, что спрашивать родителей этих детей. Мы никогда бы не могли подумать, что здесь будет война. Запах гари. Вещи, которые сложно передать. До сих пор мальчик спрашивает меня, а она успела съесть мороженое? Я хочу, чтобы вы услышали голос детей. Все это связано с нашей войной, с начала войны 7 октября. 12 детей. Помню прекрасно и никогда не забуду. Их родственники, их друзья. Их друзья. Зоя, во-первых, спасибо тебе за встречу. Благодаря тебе, наверное, да, сегодня у нас получится этот выпуск. И у нас будет серьезный интересный маршрут. И у меня есть к тебе ряд вопросов, как человеку, который живет на голландских высотах. Мы сейчас находимся именно здесь. Все это связано с нашей войной, с начала войны 7 октября. Ситуация на Голанах. Здесь тоже началась война. Как развивались все эти ваши события? Во-первых, я благодарю за то, что ты здесь. За то, что эта тема интересна. Наконец-то. Я ждала. Потому что, да, есть что рассказать о Голанах. И голландские высоты часто упоминались в последнее время, но чуть реже в начале войны. Как раз-таки, потому что, ну, давай начнем с самого дня, 7 октября. 7 октября, лично если свою историю рассказать, как я это все встретила и увидела, я как раз-таки сидела на границе с Сирией. И мы сидели прямо с видом на Сирию, на Кунейтру, и испугались. Испугались до такой степени, что да, это была паника, это были быстрые сборы вещей, и побыстрее нужно ехать домой, потому что как раз-таки начали появляться эти первые сообщения в различных информационных, да, источниках, видео, фотографии, СМС и так далее. И раз уж речь шла о том, что было проникновение через границу, а мы совсем на границе, очень открытая зона, было очень страшно. Но было очень и неизвестно. То есть, как ты помнишь, в этот день с утра никто толком ничего не знал, никто не понимал, насколько это масштабно. У вас было тихо? У нас было совсем тихо полгода. Полгода? Да. То есть у вас не сразу начались вот эти все обстрелы? С моей стороны, с сирийской стороны. Именно Голаны. То есть было все тихо? Мы слышали Ливан. Вот когда 8 числа они начали обстреливать, вам было это все слышно? Мы это слышали. Но в вашу сторону не прилетало? В нашу сторону не прилетало. Первые разы очень единичные были когда-то прилеты в Кацрин. Буквально погудело один раз. Что-то было где-то выше на Голанах, совсем туда ближе к друзским деревням. Это были действительно за вот первые месяца 4-6, вот, да, где-то так, были единичные прилеты. Нам казалось здесь, что, слава богу, что про нас забыли. Несмотря на то, что мы близко, и мы слышим Ливан, ну, то есть слышим военные действия в Ливане, над нами всегда летали самолеты. Мы знали, что это наши самолеты, которые летят в Ливан. Мы с огромным сожалением провожали вертолеты. Мы видели вертолеты и понимали, что, видимо, это вертолеты, которые возят наших раненых солдат. Это мы все видели. Мы слышали дроны. Но здесь очень редко что-либо гудело. Сюда редко что-то прилетало. Лично я говорила, что я эту землю скоро начну каждый день целовать поутру и благодарить за то, что про нее забыли, и она нас бережет. Но она совсем на краю. Более того, я тебе скажу, когда в начале войны начали эвакуировать ливанскую часть, их же эвакуировали очень быстро, буквально за пару дней они выехали оттуда, ну, совсем там приграничные поселения. Готовить начали и голландские высоты. Ну, а подготовка, она идет
каким образом? Подготавливаются все документы, как перепись населения, да, вот скажем так. И нужно сообщить заранее. Нам выдавался такой пакет эвакуированного человека, где вся была информация, где были таблички, которые нужно повесить на дом. В случае, если ты эвакуируешься, на табличке висит «Дом эвакуирован». И если ты не эвакуируешься, на табличке висит, на доме висит табличка «Дома кто-то есть». Да, там есть люди. Красная табличка «Эвакуирован», зеленая табличка «Не эвакуирован». А вот в твоем районе эвакуации же не было? Не было эвакуации на Голландских высотах вообще. Не было, да, ничего? Нет, нас не эвакуировали. Когда у вас начались первые обстрелы? Первый обстрел начался мощный где-то, наверное, в мае. Начало прилетать мощно на север Голландских высот. Это ближе туда, к деревням Келе-Алон, Шаль, ну и непосредственно друзская сторона, находящаяся ближе к границе с Сирией. А вот день, когда начались обстрелы, ты помнишь? Вот эти начала всего этого, и как это выглядело? Это было очень массово, и я не скажу тебе, в каких количествах прилетело, но речь шла о большом количестве ракет. Мы это сразу же почувствовали. И вот голланы начали гудеть, и здесь начались пожары. Потому что падает... Очень много ракет прилетало на открытые местности. Как известно, голландские высоты, они славятся своей сельскохозяйственностью. У нас большие поля сельскохозяйственные, виноградники, вишневые сады, яблоневые сады. Все начало гореть. Начали гореть фермы с животными, коровьи фермы с животными. Прилетало в общественные парки, в национальные парки. Есть места, которые полностью сгоревшие, они до сих пор реставрируются. Я даже не знаю, не имею возможности даже туда зайти. Один из таких парков находится прямо напротив моего дома. Ну, буквально, может быть, минут 5 езды. От прямого попадания у нас погибло 2 человека. Это было прямое попадание, когда в машину прилетела ракета и погибла пара. Муж и жена, осталось 3 деток. После них это пара из поселения, из кибуца Урталь. Это было прямое попадание. Но в силу того, что когда мы понимаем, что летит в открытую местность, железный купол, как ты понимаешь, видимо, не выпускается. Железные купола начали приезжать сюда, вот, пожалуй, с середины войны в больших количествах. Мы начали их видеть, вдруг появляющихся вокруг жилых поселений, вокруг деревень. Начали видеть большее количество, я как человек гуляющий по просторам. Во время войны, конечно, меньше, потому что все это было запрещено. Все считается военной зоной, военной территорией, и везде могло прилететь без предупреждения. «27 июля случилась страшная трагедия в друзской деревне. Это прилетела ракета в стадион, где погибло 12 детей. Друзская деревня Маджель-Шамс, куда прилетела ракета Хазбаллы. Помню прекрасно и никогда не забуду, конечно. Расскажи про этот день. В этот день я получила сообщение, мы узнали об этом. Во-первых, мы услышали прилет, но в силу того, что в тот период времени прилетало часто, на каком-то этапе перестаешь пугаться и перестаешь реагировать особо на это. И сразу же в силу того, что голландские высоты – это одна большая коммуна. Естественно, у нас есть какие-то внутренние группы, чаты. Начали сразу же приходить сообщения с ужаснейшими фотографиями, видео. Ну, буквально в первые же минуты. Я начала звонить своим друзьям. На сегодняшний день лучшие мои друзья – это друзы.
И я начала звонить друзьям, потому что я по видео узнала места. Это стадион, который находится напротив тех мест, в которых я бываю очень часто, и приезжаю туда к своим друзьям. То, что было в этих чатах, эти сообщения, фотографии не укладывались просто. Это действительно сравнимо с 7 октября. Как ты понимаешь, все без цензуры. И я начала звонить своим друзьям для того, чтобы узнать, во-первых, ты понимаешь, друзы это семья большая, одна, у них огромные семьи. Вероятность того, что кто-то погиб или кто-то пострадал у моих друзей, она очень велика. И одному из своих друзей я позвонила, и он прокричал мне жутким голосом, что я сейчас нахожусь именно там. Канг его зовут. Я нахожусь именно там, и я занимаюсь тем, что собираю части погибших детей. Ганг, спасибо тебе большое за встречу, за то, что ты решился на это интервью, и мы к тебе приехали. Еще раз большая благодарность. Скажи, пожалуйста, 7 октября я знаю, что ты пошел добровольцем после вторжения Хамас в Израиль. И у меня, может быть, несколько вопросов в одном будет. Как началось твое 7 октября, то есть где тебя застало утро 7 октября, и почему ты пошел добровольцем, как это все началось у тебя? 7 октября поймала меня в 5 утра, когда я проснулся утром для того, чтобы открыть свой ресторан. Я должен был подготовиться к напряженному длинному дню, подготовить салаты, хумус, сделать все то, что я делаю каждый раз. Какие-то заказы, приезжают автобусы. В 7:15 примерно мы с моим братом были внутри ресторана, и мы начали получать все эти видеоролики, которые распространялись среди всех. Белая машина, которая расстреливает полицейские машины в Бершеве или в Сдероте, я точно не помню. Начали появляться различные еще видеоролики о похищенных, мы уже начали понимать, что происходит. Я закрыл дверь своего ресторана без повестки. Я и мой младший брат, каждый отправился в свою часть, и отсюда начался этот путь. А почему ты это сделал? Почему ты не дождался повестки? Почему ты пошел добровольцем? Что тебя мотивировало взять и пойти, когда тебя, в принципе, не звали? Я это сделал, потому что я часть этой страны. Я считаю, что это моя обязанность. Меня не волнуют никакие законы. Это законы, которые принимают правительство, а не народ Израиля. Так я считаю. Моя обязанность защищать свою страну, свой народ. Я считаю, что я часть этого народа. Я считаю это своей обязанностью, потому что я люблю эту страну. Я считаю это своим домом, и мой дом пострадал. Мы с моим братом решили, что это наше время. С тех пор 420 дней, без перерыва, мы воевали на юге, на севере, до последнего дня войны в Ливане. Я хотел продолжать служить до тех пор, пока не вернутся заложники. Но я понял, что я уже больше просто не могу. Я должен вернуться к своему быту, я должен вернуться к своему делу. Я почувствовал, что я отдать больше не могу. Я дал достаточно. На протяжении этих 420 дней я много чего потерял, в том числе своих друзей. Были хорошие периоды, менее хорошие периоды. Мои родители всегда меня поддерживали. Меня поддерживали друзья, и все это закончилось мирно. Я с миром вернулся домой, вернулся к матери. Это самое главное. Вот во всем мире считают все, кто говорят по-арабски, то это все мусульмане, это все братья. Но ты говоришь по-арабски. Хамас говорит по-арабски. Хезболла говорит по-арабски. Но ты в Израиле, ты наш народ, и ты против того, что сделали они. Почему так происходит?
Я друз, я говорю на арабском языке, я друз-израильтянин, я горжусь этим, я служу в этой стране, я люблю эту страну, я воюю за эту страну. Несмотря на то, что мы все говорим по-арабски. Хамас, Хизбалла, йеменцы, все, кто ненавидит Израиль, говорят по-арабски. Они абсолютно другие, они отличаются от друзов. Друзы преданы тому месту, в котором они живут. Если мы живем в Израиле, значит, мы преданы этой стране. Мы родились здесь, никто не может нас отсюда выгнать, неважно, что произойдет. Мы не уйдем отсюда. Мы преданы тому месту, в котором мы живем. Мы чувствуем себя здесь безопасно. Друзы в любом месте, где бы они ни находились по миру, там, где они живут, они будут преданы этому месту. Где бы они ни находились, в Сирии, в Ливане, в Израиле или в любой другой стране в мире. Это как часть друзской веры. Несмотря на то, что мы говорим по-арабски, мы не мусульмане. Мы очень давно вышли из этой веры. У нас есть своя вера. Мусульманин не может стать друзом. Друзом невозможно стать. Можно только родиться. 27 июля случилась страшная трагедия. Ракета Хизбаллы попала в стадион, где погибло 12 русских детей, и 60 людей пострадало. И я знаю, что ты был там, ты связан с этими событиями, и ты даже был тем человеком, который собирал детские тела. Расскажи хронологию событий. Как начался этот день, как ты об этом узнал, и почему ты оказался там, и ты занимался именно этой работой. Это произошло в тот день, когда я был свободен от армии, в мой выходной. Я находился здесь, на голландских высотах. Я ездил здесь по голландским высотам, по разным местам и разговаривал по телефону со своим братом. Мой брат – офицер в службе тыла. Я как раз-таки находился в Маждель-Шамс. Вдруг я услышал сирену и падение. Я сразу же сказал брату, что произошло падение. Очень близко от меня. Я вышел из машины. Я увидел везде дым. Примерно в 500 метрах от меня. Я сразу же поехал туда. Зашел вовнутрь. И я увидел... Мне немного тяжело. Я увидел детей. Вещи, которые сложно передать. Увидел трупы детей, начал их собирать, помогать людям, которые там находились. Я увидел много детей, которые плакали, кричали, были ранены, части тел. Это было очень тяжело. Этот день очень на меня повлиял. Я много ночей не спал. На многих ливанских каналах в социальных сетях момент, когда случилась эта трагедия, мы отслеживали разного рода информацию, и было ощущение, что Хизбалла, они очень испугались того, что случилось, но они именно испугались, что это были друзские дети, это была друзская деревня. А испугались именно потому, что боялись, что друзы пойдут каким-то образом мстить туда. Об этом очень было много информации, что они боялись вашей мести. Я не знаю, как это должно было случиться, что вы просто пойдете на границу с чем угодно, и что это правда или это миф, и были ли разговоры среди ваших людей о том, что надо идти мстить, что-то делать, и думали ли вы предпринять какие-то меры? Когда здесь погибло 12 детей от ракеты Хизбаллы, это было огромной катастрофой, в общем, для друзского народа, и Израилю в том числе.
Это 12 ни в чем не повинных детей. Кроме того, это друзы голландских высот. Это люди мира. Они ненавидят войны. Они пришли из войн. И теперь они не хотят войны. Мы не хотим и не хотели, чтобы те 12 детей стали причиной для начала войны. Мы потеряли много солдат, много людей, много гражданских людей, которые вышли из своих домов, освободили свои дома из-за этой войны. И эти 12 детей не должны были стать причиной для начала войны. Со своей стороны я могу сказать, что я первый бы вошел в Ливан. Я очень хотел мстить. Но я не хотел, чтобы это было причиной для войны. 12 русских детей – причина войны в Ливане. Родители 12 детей не хотели войны. Они хотели мира и до сегодняшнего дня хотят мира. Друзская община почувствовала очень сильный удар по себе. Опять-таки, это ни в чем не повинные дети, которые всего лишь хотели поиграть в футбол. Настала война в Ливане. После того, как погибло 12 детей, армия Израиля вошла в Ливан. Я понял, что это мое время. Время как друза, человека, потерявшего 12 братьев и сестер. Я не могу сказать, что это месть, потому что и на той стороне есть неповинные люди, но для того, чтобы покончить с этой организацией, с этой убивающей организацией, и у Хамас, и у Хизбаллы одна цель — убить любого израильтянина. אני הגעתי למקום, לפה, מהכניסה שמה. Я зашел сюда с того входа, החניתי את הרכב שלי ממש מהצד השני של המגרש. припарковал машину с другой стороны стадиона, באתי בריצה. прибежал сюда. ראיתי מראה מאוד קשה. ילדים שוכבים פה, חסר להם חלקים בגוף. Я увидел детей, פצועים נמצאים פה. которые лежат в них, הרבה частей тела. התקהלויות של אנשים כבר התחילו פה. Люди начали собираться сюда. הרבה ילדים שבוכים. Много плачущих детей. הרבה דם. ריח של שריפה. Запах гари. באותו מצב רציתי לעזור בכל מה שאני יכול. Я хотел помочь всем, чем я могу. הגעתי לפה, ראיתי כבר את הגופות של הילדים. Я уже видел тела детей. ילדים עם רגל חתוכה, עם ראש מעוך, Частями тел. עם חור בבטן. לא ידעתי מה לעשות. Я не знал, что делать. רציתי, באמת, אני לא מבין בדברים האלה, אין לי איך לעזור להם. פשוט הרמתי והתחלנו לאסוף את הגופות. Просто поднимать и собирать тела. ולקחת אותם למיון הקטן שנמצא 500 מטר רחוק מפה. Собирать в точку 500 метров отсюда. אחרי שסיימנו לאסוף את כל הילדים, את כל הגופות. Закончили собирать все тела, части тела. נסענו למיון, התחלנו בזיהוי. הגיע זקה, אני התלוויתי לזקה. Приехали Зака. היה לנו 10 ילדים פה במיון,
10 גופות, 10 тел. ועוד ילד אחד בצפת, Мальчик в Сфате. שיצא מפה כנראה בחיים ונהרג בדרך, Я отсюда еще живым, но он погиб по дороге. וילד אחד שנעדר, А один mальчик был пропав. ג'יווארה קוראים לו. התחלנו בלבדוק בכל בתי החולים, Мы начали проверять все больницы, איפה הוא נמצא, איך, מה הוא מי, где он находится. עד שבסוף גייסתי יחידת כלבנים, יחידת רחפנים, אולי הילד נפצע וברח לבית ובאיזשהו מקום נפל או איבד הכרה. Ну, в итоге сюда прибыли поисковые собаки, спасатели. ובסוף קיבלנו את השיחה מאבו כביר שהילד זוהה והוא הילד ה-12 שנהרג. Пришло сообщение о том, что его опознали. Это был 12-й погибший ребенок. אחרי שסיימנו את הכל פה, יום אחרי, הגעתי עם יחידת הכלבנים, Вновь прибыл я сюда с собаками. התחלנו לסרוק את האזור, לאסוף חלקי גופות, לאסוף חלקי שרידי טיל, מצאנו. Продолжали собирать части тел, обломки ракеты. עלינו לגג של המתנס, Поднялись туда на крышу. לבית ספר, לגג של הבית ספר. מצאנו שם הרבה שרידי טילים, מצאנו שרידי גופות גם. Там мы также нашли части тел, части ракет. ניקינו את האזור מהשרידים כדי שבעתיד, אם הילדים חוזרים לי פה לשחק, שלא ייכנסו לטראומה או כל משהו אחר, אם ימצאו משהו. От следов произошедшего. Потому что сюда должны были вернуться дети, и мы не хотели, чтобы они все это увидели. Маждель-Шамс, та самая друзская деревня, тот самый стадион. Сегодня мы здесь, и нам удастся сегодня поговорить с родителями детей, которые здесь погибли. У меня путаются мысли, у меня туман в голове, у меня трясутся руки. Я не знаю, что спрашивать родителей этих детей, поэтому просто это будет их история. Мыслей нет никаких, ощущений я не понимаю. Это не передать. Никому не желаю пережить это, то, что пережили друзские родители, погибшие дети, их родственники, их друзья. Их друзья. Это произошло 27 июля. Мы никогда не могли подумать, что это может у нас произойти. Мы никогда бы не могли подумать, что здесь будет война. Мы люди мира, радости, надежды. Дети приходили сюда на стадион для того, чтобы поиграть в футбол. Мальчик, 10 лет, мечтал попасть в Реал Мадрид. Десять лет мальчику. Самому старшему было 16. В чем они виноваты? Они всего лишь хотели играть в футбол. Они направляли ракету в армейскую базу. Но здесь нет армии. Стадион футбольный. Рядом есть еще один. Я хочу, чтобы вы услышали голос детей. Пусть это дойдет до всех стран мира. Пусть узнают все, что произошло в Маждель-Шамс. Никто не мог подумать, что это произойдет. Это была катастрофа. 12 детей,
в возрасте от 9 до 16 лет. Играли здесь в футбол. Ракета Хизбаллы упала на этом стадионе. Погибли все дети. В Дживару прямо попала ракета. Он вот здесь стоял, я поставил сюда его портрет, туда, где он стоял. Мы очень надеемся на то, что будет мир. Мы не хотим войны. Мы люди, которые хотят жить в мире. Мы против террора. Это произошло в субботу, 27 июля. Я находился примерно в 2 километрах. Вот в той стороне. Я услышал сирену. Через несколько секунд я услышал падение. Автоматически я направил машину в сторону стадиона, потому что обычно все 3 моих детей находятся на этом стадионе в субботу. Когда я приблизился на расстояние примерно 500-600 метров, мне позвонила моя жена, сказала мне, что дети не отвечают мне на телефон. Все 3. Я сказал ей, что я уже на пути к стадиону. Я начал бежать сюда. Как раз перед тем, как я зашел сюда на стадион, мне вновь позвонила жена. И она сказала мне, что 2 детей, старший и младший, они не на стадионе. Но они оставили там сестру. Они вышли из стадиона как раз 1,5 минуты до того, как это произошло. Один брат дал ей мороженое, а второй 20 шекелей. До сих пор мальчик спрашивает меня, она успела съесть мороженое? То, что я увидел, невозможно передать ни в каком самом страшном фильме. Много крови, дыма, много криков. Как только я зашел, я повернул налево. Я увидел группы людей, но там не было девочек. А потом я направился в правый угол. Я увидел Альму с 2 ее подругами. Они лежали на земле. Я сразу же увидел браслет на ее руке. Он блестел, я как раз купил ей его 2 недели назад. Даже меньше, дней 10 назад. Я привез из Германии. Я сел возле нее, и головой и сердцем я чувствовал, что это она. А потом я обратил внимание на ее обувь. Я как раз обещал ей купить ей новые ботинки, потому что она играла в баскетбол. Примерно полметра от нее, я извиняюсь, я увидел ее оторванную ногу. Я забрал и положил рядом с ней. Я накрыл ее плотным пакетом. Я боялся, что на стадион упадет еще ракета. Часто Хизбалла именно так и делает. Они бросают ракету, а затем бросают еще одну следом. Я забрал свою дочь в другой угол. Я хотел проверить, есть ли у нее пульс, какие-то признаки жизни. Я надеялся на то, что она все еще жива. Но она находилась в 5 метрах от падения, и она погибла сразу. Она была вся в крови, и я не услышал никаких признаков жизни, не почувствовал ее сердцебиения. Я поднял ее, я вышел с ней в спортзал. Примерно в 20 метрах от меня я встретился взглядом со своей женой.
Мы переглянулись взглядами. Я молился, чтобы она не подошла ко мне и не спросила у меня, кто у тебя на руках, потому что она думала, что я помогаю другим людям. Она не знала, что я с нашей дочерью. Я погрузил ее в машину. Прошло примерно полчаса с тех пор, как я смог собраться и послать человека, который сообщил матери Альмы, что она погибла. В начале мая я работаю в Кирьят-Шмоне, у меня там офис. Ракета практически попала ко мне в офис. Примерно в 20 метрах от офиса она упала. Альма позвонила мне и сказала мне: «Папа, ты не бойся, если с тобой что-то случится, я помогу тебе». Первое, что я сказал ей здесь: «Альма, прости, я не смог тебе помочь». В тот же день, в 2 часа дня, Альма сказала своим братьям: «Не бойтесь ракет». Это произошло за 4 часа и 18 минут до того момента, как она была убита. Ей было 11 лет. Она была отличницей. Она училась в школе Тель-Хай. Она играла в баскетбол. Она была капитаном команды. Она хотела стать международным игроком. Она мечтала выучиться на юриста. Когда мы путешествовали в Мюнхене, я сказал ей: «Вот твой университет, там ты хотела учиться». Она мне ответила: «Нет, папа, я хочу учиться в другом месте». Она любила рисовать, кататься на скейтборде, занималась фигурным катанием, танцовщица. Она могла говорить на 4 языках: арабский, иврит, английский и немецкий. Я верю, что у каждой жизни есть свое предназначение. Когда люди завершают свое предназначение, заканчивается их жизнь. Это может произойти через 10 лет, через 20. Альма закончила свое предназначение в 11 лет. Я так считаю. Я уверен, что в следующем воплощении у Альмы будет красивая жизнь. Я хочу сказать тебе спасибо, Альма, за те красивые дни, которые мы прожили с тобой. Спасибо, Альма. שיעבור המסר שלנו, שאנחנו חיינו במשך ועד עכשיו יש סכנה שהמלחמה תחזור. Я хочу, чтобы все услышали. Мы пережили террористическую войну, очень серьезную. Мы очень дорого заплатили. Я хочу передать, чтобы все жили в мире. Давайте любить друг друга, не убивать друг друга. Давайте прекратим эти смерти. Я надеюсь, что весь мир это услышит. Спасибо вам. Это дети, которые собираются здесь на стадионе, абсолютно друг другу незнакомые. Это не какая-то компания друзей. Но родители поспособствовали тому, чтобы не закрылось это место, чтобы это не превратилось в какой-то мемориал, чтобы сюда просто приходили дети, может быть, даже не друзья, и начинали здесь играть. И вот он говорит, Кан говорит: я слышу, что они на арабском говорят, они даже не знают, как друг друга зовут. Брат, сестра, да. И что замечательно, у них девочки играют точно так же, как мальчики играют, да, ты видишь? Продолжают играть в футбол, несмотря на эту страшную трагедию. Эти дети не хотели этой войны с самого начала. Дживара сам написал, что мы не хотим войны, мы хотим жить в мире.
וכן, פה И мы אנחנו רוצים действительно לחיות хотим בשלום, здесь לא жить רוצים в мире, מלחמות. не хотим войн. זה המסר שלנו. Это то, что родители хотят передать миру.